Друзья, всем привет из Гватемалы! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сейчас мы находимся в городе, который называется Гватемала-Сити. И здесь мы проведем свой последний день в этой прекрасной стране. Мы сейчас ехали 5 часов из города Панахачель до города Гватемала-Сити. Мы должны были доехать за 3 часа, но почему-то у нас был не один автобус, а 2 с остановкой в Антигуа. Потом мы целый час ждали. Ну, в общем, нам, конечно, это приключение не очень понравилось. Тем более заранее нас об этом не предупреждали. Тем не менее, мы сейчас находимся в Гватемала-Сити, и я вам покажу бюджетный вариант отеля. Отель, или точнее гестхаус, в котором мы остановились, находится в 2 километрах от центра. У него нет никакой вывески. Но наш водитель Uber быстро нашел. И сейчас я вам покажу, как выглядит этот гестхаус. Так выглядит ресепшн. Стены украшены картинами. Есть бра, зонтики. Если вдруг пойдет дождь, можно будет взять и потом вернуть сюда на ресепшн. Нас достаточно быстро заселили. Здесь много комнат. Я думала, что этот гестхаус гораздо меньше. Но в действительности здесь порядка 30 комнат. Есть общие зоны отдыха с диванчиками, с вентилятором. Также здесь есть кухня, где можно самостоятельно готовить. Вам покажут, как пользоваться и плитой, и микроволновой печью. Можно оставлять свои напитки в холодильнике и продукты. Почти в каждой общей зоне есть холодильники, поэтому, например, вот эта вот наша комната, здесь холодильник, поэтому можно поставить свои напитки и продукты также сюда. Помимо этого, в этом гестхаусе есть небольшая терраса. Стоит подняться только на 2-й этаж, и можно будет подышать свежим воздухом. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Очень много цветов. Отсюда также открывается вид на многоэтажные дома города Гватемала-Сити. А теперь предлагаю спуститься снова вниз и посмотреть нашу комнату. Комната у нас просторная, есть большая кровать. Тоже стены украшены картинами, и сразу видно, что этот вариант комнаты для путешественников. Давайте путешествовать новыми дорогами, новыми путями. Помимо кровати у нас есть рабочий стол, телевизор, большой вентилятор, есть полочка для одежды, даже предусмотрели вешалки. Видите, сколько у нас вещей, и мы вот с этим багажом постоянно путешествуем. Еще у нас есть зеркало, правда, Кирилл отметил, что его в этом зеркале не видно, потому что он для людей с невысоким ростом, ну, по крайней мере, я вмещаюсь, хотя я почти 1,70 м. Не знаю, как правильно назвать эту комнату, но давайте назовем ее террасой. Здесь у нас есть цветок, курить нельзя, но можно подышать свежим воздухом. Плюс эта комната спасает нас ветерком, потому что здесь нет кондиционера, но достаточно прохладно, поэтому от жары вряд ли будем мучиться. И последнее, что я не показала, это душевая. Есть туалет, естественно, полотенца чистые. Здесь еще одно маленькое зеркало, раковина. Предусмотрели мыло, также есть шампунь. И вот эта вот конструкция пока странная, пока не знаю, как ей пользоваться. Думаю, что горячая вода здесь есть, но необходимо научиться пользоваться этим обогревателем. В целом, за 300 кецалей это хороший вариант, потому что цены дорогие в Гватемале. И мы искали что-то бюджетное, тем более мы здесь всего лишь на одну ночь. Поскольку у нас на осмотр Гватемала-Сити всего лишь пару часов, поэтому этот выпуск, этот влог будет похож скорее на наш последний день в Гватемале. Мы поделимся немножко впечатлениями об этой прекрасной стране, ну и кое-что посмотрим. Сейчас мы приехали на местный рынок ремесел. Здесь продают и картины, и сувениры. Мы не успели купить во время нашего путешествия и решили сделать это сейчас. Здесь множество различных сувениров, брелочки, магнитики, кошельки в гватемальском стиле. Такие мы также часто видели и в других районах Гватемалы, в других городах. Также продают здесь активно сумки.
Особенно популярны у них брелочки из бисера. Видите, здесь есть и ящерицы, и попугайчики, и птичка, которая называется кецаль. Disculpe, ¿me cuánto cuesta quetzal? 45 quetzales. 45 quetzales? Así es. 45. На самом деле мы не успели в Атитлане купить себе картину и хотели посмотреть ее на этом рынке. Вот сейчас мы заходим, здесь как раз таки в эти магазинчики, где продают картины, но стоимость, конечно же, гораздо выше, практически в 2 раза, а выбора меньше просто в разы. Совсем рядом располагается международный аэропорт, поэтому, наверное, сюда как раз привозят туристов, прежде чем они улетают из страны. Ну, соответственно, цены здесь немного выше, чем обычно. Сейчас мы находимся на площади Испании. Здесь расположен красивый монумент. Мы уже находимся в России, и сегодня я вам расскажу, как спланировать свое путешествие по прекрасной Гватемале. Ну что ж, друзья, на самом деле по Гватемале, конечно же, спланировать путешествие с одной стороны проще, чем в Мексике, с другой стороны сложнее. Почему? Потому что в Гватемале вообще минимальное количество людей разговаривает на английском языке. Все разговаривают на испанском, поэтому, чтобы поехать в эту страну, надо хоть чуточку узнать испанский, чтобы хотя бы спросить «Cuánto cuesta?» Типа «Сколько стоит?» Или поздороваться «Hola», спросить «Как дела?» «Cómo estás?» Ну, в общем, учите испанский. Как добраться до Гватемалы? Честно, не подскажу, как добраться из России. Смотрите авиабилеты, но, скорее всего, это будет что-то типа через Turkish Airlines, либо, скорее всего, вы запланировали Гватемалу, потому что посещаете Мексику. А из Мексики очень просто добраться до Гватемалы. Всего лишь взять билет на маршрутку, и вот вы буквально там через 7-8 часов будете в Гватемале. Почему так долго? Потому что дорога занимает, чтобы доехать до границы, а потом от границы до нужного города еще нужно будет время, чтобы доехать. Итак, местная валюта кецаль. Виза выдается гражданам Российской Федерации до 90 дней. Но если вы посещаете не только Гватемалу, но посещаете еще и другие страны, не забывайте, что эти 90 дней будут рассчитаны на всю Центральную Америку. Но хочу вас еще предупредить, что да, мы были предупреждены об этом условии, но дело в том, что потом все вообще запуталось. Где-то нам писали чуть ли не 180 дней, где-то 90 дней. Все было так по-разному, что мы уже такие, ну ладно, у нас все равно не должно быть больше 90 дней, поэтому сколько написали, столько написали. Вот. Но, кстати, в Коста-Рике может быть такое, что там всего лишь могут дать вам дни лишь на даты вашей поездки. Будьте осторожны. Но мы сейчас не о Коста-Рике, мы сейчас о Гватемале. Гватемала прекрасная страна. Она мне запомнилась как красочная, яркая. Вот это вот озеро, местный колорит, картины, майянская культура. Это все, конечно же, завораживает. Как нужно вообще путешествовать по Гватемале? Вот вы приехали, значит, к границу, знаете, что валюта кецаль, снять можно либо зарубежной картой, либо обменивать доллары в обменниках. Мы пользовались и тем вариантом, но будьте осторожны, ребята, будьте осторожны. Банкоматы в Гватемале выдают такие страсти, что просто сериалы Латинской Америки отдыхают. Я пыталась в одном из городов снять 13 тысяч рублей. Значит, иду за своей банковской карточкой, пытаюсь снять, жду денег, вижу, что списание произошло, денег жду, денег нет, поддержка работает ужасно, Капитал-банк не рекомендую, отвратительный банк. Итак, получается, что у нас только 2 варианта, чтобы получить наличные деньги. А наличные деньги в целом, да, иногда нужны, но в целом везде работают прекрасные терминалы, и можно через них оплачивать картой. Значит, 2 способа снятия наличных. Это либо обмен долларов в банкоматах, обмен долларов в обменниках, либо в банках. Причем скажу, что разницы особо никакой нет, что вы обменяете деньги в банке, что в обменниках практически будет одна и та же сумма, у них практически курс одинаковый, такой, знаете. Итак, вы в нужном месте в нужное время. Что дальше? Сим-карта. Claro. Это название местного оператора. Можете через него покупать карту. Прекрасно работает. Ну, разве что в каких-то археологических комплексах или на вулканах. Да, конечно же, связь не будет ловить, но так в целом никаких претензий нет. Связь еще дешевле, чем в Мексике.
Вот, цена постоянно меняется, но у меня было там примерно $15, и мне хватило этого дней на 15, поэтому в целом Клара рекомендую, везде работает. Отели бронируем через Booking, все то же самое. Либо привязываем зарубежную карту, либо выставляем в фильтрах, чтобы бронировать номер без банковской карты, просто по вашему аккаунту. Все работает прекрасно. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, и я рассмотрю там, если у вас что-то не получается, помогу с вашей проблемой. Вот что было удивительно, изначально мы такие сравнивали, пытались Мексику с Гватемалой. Вы знаете, вот даже набор продуктов у них достаточно разный. Там у них появляется какой-то их местный ром, но нет напитков в Мексике, и мы такие, ой, мичеладос нету. Ну, встречается где-то, знаете, уже не так часто, то есть в баночках там его уже не купить, вот этот напиток прекраснейший. Вот, но в целом цены, да, такие же практически, как в Мексике. Ну, они не отличаются. Даже иногда на какие-то продукты они дороже, потому что они привозные из Мексики. Места, которые могу вам порекомендовать. Их нельзя сказать, что мало, но и нельзя сказать, что их там прям много. Я вам расскажу там по местам, и сами выберете, что вам смотреть. Итак, первое место — это Флорес. Там красивое, значит, озеро находится, и оттуда вы можете отправиться в археологический комплекс, самый главный, который только есть в Гватемале, называется Тикаль. У них есть еще археологические комплексы, но это один из самых красивейших, поэтому рекомендацион. Место номер 2 называется Ланкин. Там находится чудесный природный заповедник, поэтому туда обязательно приезжайте и испытайте это интересное приключение, потому что, чтобы добраться до вот этого природного источника бирюзового цвета, необходимо ехать из Ланкина до вот этого источника в таком кузове джипа, и это весьма, знаете, это такое что-то необычное, такое драйвовое. Вроде ты был в шикарном отеле, а вроде ты едешь в кузове машины, ну, либо вы можете вызвать такси. Но мне кажется, что в первом варианте немножко интереснее. Ну и, конечно же, город Антигуа. Это тоже что-то потрясающее. Город невероятной красоты, аккуратный, мощеные дорожки. Наверное, это вообще самый красивый город Гватемалы, потому что там, знаете, такой и европейский дух, и дух колонизаторов, и все прям чисто и красиво. А еще мы попали на Страстную неделю и видели вот это вот их шествие. Это в конце недели, перед празднованием Пасхи происходит. Это очень здорово, поэтому, конечно же, рекомендую посетить этот город именно в этот праздник, если у вас получится. И что интересно, в Антигуа очень много вулканов. Выбирайте, какой хотите, по своей сложности, по своей физической форме, потому что этих вулканов там реально очень много. Выберите, какой вам понравился больше, и отправляйтесь в трекинг. Я отправилась на один из них, видео можно посмотреть вот здесь, ну или вот здесь. И последняя локация — это Панахачель. Красивое озеро, которое окружено вулканами. Озеро называется Тела, поселок называется Панахачель, где можно остановиться в отеле. Ну, знаете, такие отели-то маленькие есть, больше похожи на гестхаусы уютные. Поэтому это прекрасное место и действительно интересная возможность посмотреть, как живут настоящие гватемальцы, чем они занимаются, какие у них есть интересные профессии. Мы были и на керамической фабрике и посмотрели на майянское художество, поэтому обязательно нужно посетить это место. И вот эти вот места, они самые интересные. Вы спросите, а как же передвигаться? Мы не стали арендовать машину по той причине, что там достаточно сложно с дорогами. Качество дорог желает оставлять лучшего. Плюс это такие горные серпантины. Поэтому мы все-таки решили, что мы не будем на пару недель здесь арендовать авто, и решили передвигаться ванами. Ваны — это как маршрутки, в основном передвигаются ими туристы, либо есть еще туристические автобусы, но это вообще крайне редко, потому что удобнее передвигаться именно на маршрутках. И вы можете буквально в любом агентстве купить из одного города в другой. Когда мы решили поехать в Гватемала-Сити, мы делали пересадку. И пересадка была в Антигуа, причем изначально нас о ней не предупредили, но ничего страшного. Вот, поэтому самая такая важная информация, то, что здесь также
можно оплачивать практически везде картой банковской зарубежной, можно передвигаться ванами, можно арендовать машину, но это гораздо сложнее, потому что, во-первых, нужна кредитная карта для того, чтобы показать свою платежеспособность. Ну, такие правила здесь арендных компаний. Во-вторых, нужно хорошо знать маршруты. В-третьих, это качество дорог, которое оставляет желать лучшего, и не всегда это комфортно для водителя. Ну и, конечно же, по безопасности. Маршрутки ходят достаточно легко, ну, в плане того, что достаточно просто, я хотела сказать, достаточно просто, потому что вот вы приезжаете в город, и все, и там куча туристических агентств, которые предоставят вам экскурсии. Это все-таки не Мексика, где больше таких, знаете, локальных, неизвестных мест. Здесь, в Гватемале, здесь все эти места знают. Вот вы знаете, вот вы как приезжаете из Мексики сюда, да, например, вот мы сколько раз видели одних и тех же туристов, с которыми въезжали в страну, потому что все движутся по одному маршруту. Это вот Тикаль, потом едут в Ланкин, после Ланкина едут в Антигуа либо в Панахачель, и все, и как бы вот эти основные локации, ради чего стоит посмотреть, конечно же, Гватемалу. Это не значит, что вот все, вот вы посмотрели эти локации, и все. Вот внутри этих точек уже есть что-то интересное. Вот как во Флорес, да, там интересный Тикаль, и пещера там интересна. В Антигуа интересно и сам город, просто потрясающий. И вулканы, которые его окружают. Панахачель очень много вокруг деревень, которые стоит посетить. Где-то трекинг есть, где-то тоже на вулкан можно забраться, встретить рассвет, где-то посмотреть деревушки. Смотрите наши выпуски, там, конечно же, все есть подробнее о каждом городе. Понравилась ли нам Гватемала? Да, она понравилась. Было интересно, было насыщенно, было проблематично. Вот как с банкоматом, в котором мы пытались снять деньги, и ничего не получилось, и вроде как, знаете, в Мексике 3 месяца все было в порядке, а тут нужно держать ухо востро. Ну, возможно, это просто такое, знаете, вот еще не пришел тот уровень цивилизации, можно так сказать, потому что в некоторых местах, боже, этого нет на видео, к сожалению. Но вот когда мы приехали в Ланкин, мы остались в какой-то маленькой деревне, я вообще думала, эти люди, они, вот как у них вообще работает интернет, я не понимаю. Потому что как при наличии интернета можно ходить вот в этих цветных нарядах, пользоваться, ну, они, наверное, действительно, они вот пользуются кнопочными телефонами и все, но там просто вот как будто бы попадаешь на 30 лет назад, я вам правда говорю. Вот такое создалось впечатление. Ну а так ярко, красиво, обязательно посещайте эту страну, и если у вас остались какие-либо вопросы по Гватемале, обязательно пишите их в комментариях. Ставьте лайк, и всем до новых встреч, всем пока!